Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. Для сегодняшнего проекта мне понадобится газетный лист, а из него я буду вырезать круг. Я складываю вот так вот косыночкой по ширине газетного листа, складываю, лишнее я отрезаю. Получившуюся косыночку я складываю в несколько раз. Сложу еще разочек. Так точнее будет вырезан круг. Обрисовываю и вырезаю. Получился вот такой круг. И мне его надо разделить на 9 сегментов. Для этого я измеряю лентой по окружности и получившуюся цифру делю на 9. Я уже обозначила здесь красным фломастером клинышек, который составляет 1/9 часть этого круга. Сразу же говорю, что если вдруг вам понадобится круг побольше, то размеры можно увеличить, продлив стороны треугольника до нужной вам длины. Вырезаю очерченный клинышек и дальше буду работать с ним. Газетный клинышек я перенесла на картон и разрезала его на 2 части. И обозначила вот такими галочками, чтобы в дальнейшем при раскрое не ошибиться с деталями. У меня 3 вида ткани. Это джинсы 2 цветов. И вот эта ткань – это трикотин, который я укрепила дублерином. Тем самым я добавила толщины. И, в общем, толщина стала такая же, как вот у джинсовой ткани. Так как детали маленькие, я использовала джинсовые обрезки небольшие. Сделала припуски на швы. На треугольных деталях эти припуски со всех сторон. А вот на этой детали, вот эта округлая сторона, она будет проходить по краю готового изделия. Можно сделать небольшой запас для того, чтобы потом заготовку можно было выровнять. Но я этого делать не буду. Вырезаю без припуска. Из каждой ткани я вырезала по 3 детали. Значит, 3 детали верхние и 3 детали нижние. То же самое здесь, но и здесь. Вот, 3 верхние детали и 3 нижние. А дальше я поступаю следующим образом. Верхние детали я перекладываю сюда. И светлые джинсы перемещаются к цветным деталям низа. И дальше соединяю таким образом, накладываю лицом к лицу и сострачиваю. Ну и так поступаю с каждой стопкой. Соединяла поточным методом, получились вот такие флажки, которые мы сейчас обрежем, отсоединим друг от друга. Теперь мы это все разутюжим. Клинышки я погладила, выровняла края. Там, где сшивались джинсовые детали, я швы разутюжила. А клинья, где с цветной тканью, загладила, как легла ткань. Легла она на цветную сторону. Теперь буду соединять клинья между собой в определенной последовательности, накладывая лицом к лицу и пристрачиваю. Соединила клинья. Вот такая заготовка. И такой рисунок получился в результате чередования треугольников. Видно, что одинаковые треугольники располагаются через 2 других. Такая изнанка. Швы разутюжила.
Края выровняла. И сейчас делаем сэндвич. Нижняя основа плотная. Это хлопковая ткань, предназначенная для пошива спецовок. Внутренняя прокладка может быть любой. Это ватин, синтепон. У меня синтетическое нетканое полотно. Сейчас скрепляю слои булавочками и под машинку. И стягать я буду вот таким образом. Вот по этим линиям шва такой рисунок, как зигзаг. Я простегала. Так выглядит с нижней стороны. И сейчас я буду оформлять центр. Вырезала два кружочка. И теперь я перед выбором, который из них оставить. Я их сейчас соединю и оставлю место для выворачивания. Зашиваю отверстие для выворачивания. Вот, готов кружочек. И я пока не могу решить, какой стороной мне ее пришить. Я думаю, что сначала я сделаю окантовку, а потом уже будет видно. А для окантовки я вырезала вот такую бейку шириной 4 сантиметра. Нашила бейку с лицевой стороны, с изнанки вручную потайными стежками. Ну и выбор сделан. У меня есть домашний советник, и решено, что такая середина приятнее. Кружочек пришивала вручную мелкими потайными стежками. В такой технике можно шить салфетки, коврики и даже панно. А у меня это сидушка. Смотрится очень приятно. Надеюсь, и вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, жмите на колокольчик, получайте уведомления о моих новых работах, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И я с вами прощаюсь. До скорой встречи.